Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с Оксаной совместное видео, посвященное Хэллоуину. Мы снимаем такое видео ежегодно. Это отличный повод пораскрашивать дополнительно вот такие уютные осенние какие-то иллюстрации. Поэтому после того, как вы посмотрите мое видео, обязательно переходите на канал к Оксане, смотрите, что она выбрала и раскрасила, ознакомьтесь, кто не знаком. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Я очень люблю это время года, мне кажется, оно, для меня самое, пожалуй, любимое. Потому что это начинается время такое уютное. Весна – это время такого движения, хотя я в целом всегда в движении, но весна – это преддверие лета, когда много гуляю и тому подобное. А осень – это уже время более уютное, такое домашнее, хотя я в любое время года много гуляю. Я в этот раз для себя не стала набирать много раскрасок на подобную тематику, хотя, конечно же, они у меня есть, как отдельные раскраски, так и просто какие-то иллюстрации. Но я в этот раз решила по-другому. Я взяла для себя распечатку такой раскраски из детства, как вы знаете. Выбрала вот эту иллюстрацию, она мне очень нравится, и я ее обязательно раскрашу. А потом, если у меня будет время и желание, я задействую что-то еще. Единственное, что совершенно точно, я не задействую очаровательные ведьмы, которые мне Оксана дарила, потому что я ее в этом месяце уже задействовала. И та же история с раскраской осенней сцены от Creative Heaven. Обе раскраски я очень люблю, и я в них буду раскрашивать и весь ноябрь, да и зимой тоже буду раскрашивать. Я иногда и весной, и летом там крашу. Но если у меня будет время и желание, я лучше задействую что-то еще, потому что так или иначе, когда листаешь раскраски, то в одной, то в другой находится вот подобная тематика. И, по-моему, у Риты Берман, и еще где-то есть, так что всего предостаточно. Но дело в том, что у меня время есть, желание есть, но немножко сменился ритм жизни, но это не значит, что в связи с какими-то новыми обстоятельствами у меня сменились приоритеты. Приоритет у меня всегда, знаете, один – успевать все, что мне нравится. Вот. Но для того, чтобы мне успевать снимать видео, я для себя раскрашивательный месяц сократила где-то до 2-3 недель. То есть вы все видите в обычном формате, регулярные видео на канале и итоги. Более того, сейчас я стала чуть-чуть меньше в итогах показывать, но при этом там больше сюжетных иллюстраций, чем каких-то номерных и тому подобное. Хотя это тоже хорошо. Вот. Потому что дело в том, что я сегодня в Москве, а завтра, например, могу быть в Питере, и не факт, что на 1-2 дня или на неделю. Поэтому мне очень важно, чтобы раскрашивать впрок. Тогда и контент на канале не пострадает никоим образом, все будет как прежде. Но и я смогу чувствовать себя спокойнее. Декор в этот раз я делала, в общем-то, практически весь сама. Вот такую тыковку я сделала, валяла из шерсти методом сухого валяния. Такая вот она красивая получилась, мне очень нравится. Это я так приваливала шелковые ниточки немножко так. В общем, такая вот милота получилась.
И делала еще осенние листочки с помощью трафаретов. Это уже смешанная техника. Сначала сухое валяние, потом мокрое и потом еще немножко сухого. Первый листик, который я сделала, это вот этот. И, ну, в общем, здесь он такой обычный. Но зато здесь мне он очень нравится. Второй листик был вот этот дубовый. И я его уже немножко по-другому валяла. И поэтому с этой стороны тоже прикольно получилась такая абстракция. Третий листик был кленовый. Такой довольно яркий. Я его делала как бы по образцу, который был задан на трафарете. Вот, хотя там не было такого обилия красок, но мне захотелось сделать именно так. Поэтому вот такой вот у меня осенний декор. Но тыква это просто мне вообще очень нравится, как она получилась. Прям вообще классная такая тыковка. Ну что ж, было у меня довольно такое долгое вступление, а теперь давайте приступим. Раскрашивать я буду карандашами. Вот здесь я буду точно раскрашивать призмами, потому что я специально покупала вот под листочки оттенки. А здесь, скорее всего, это будут Derwent Drawing и Colorsoft. Ну, скорее всего, Drawing. Ну что, ладно, давайте приступим. Полностью весь процесс я, конечно, показывать не буду, но немножко пораскрашиваю на камеру, а потом уже встретимся в конце, и я вам покажу уже результат. Ну, или если решу что-то еще пораскрашивать, то, конечно же, сделаю включение, покажу, что именно. И потом уже начну тоже либо на камеру раскрашивать, или же за кадром. Посмотрим, как получится. Ну, здесь тоже призмы очень хорошо ложатся. Бумагу я для печати специально выбирала советскую, чтобы прям вот до конца прочувствовать кайф от этой раскраски. Хотя, конечно, когда я покупала полноценную советскую раскраску, тоже которую я очень хотела, я могу сказать, что там бумага совсем-совсем желтая. Но та раскраска у той женщины, у которой я ее взяла, она вообще лежала на даче. Вот. И ей даже хотели затопить печку. Поэтому, ну, в принципе, состояние для такой старой раскраски неплохое, но бумага, конечно, от времени пожелтела. Ну, вы видели. Это-то по сравнению с той прям такая беленькая. А это новая пачка, просто с советских времен. Очень просто вовремя нам отдали. Я была несказанно счастлива такому подарку ко времени. Вот этот, конечно, цвет, который 120, он, конечно, очень крутой. Не знаю, он необычный. Я в других карандашах такого оттенка вообще не видела. Я тогда вот и взяла его, потому что, во-первых, необычный, а во-вторых, я понимала, что в осенних иллюстрациях прям можно будет по полной программе развернуться. И, конечно, мне очень нравятся такие экономичные карандаши. То есть я их не экономлю, крашу там, где мне нужно. Ну, не скажу, что постоянно, но они прям
реально супер экономичные, хотя, наверное, для кого как, потому что я слышала, многие, наоборот, считают, что они не экономичные и тают на глазах. Ну, мы все разные на самом деле, все по-разному раскрашиваем. Ну вот, как бы мое мнение, они экономичные. Мне кажется, я здесь светлого, вот этого зелененького, даже как-то переборщила. Ну ладно, я это разбавлю более темным цветом. Хотя, понятное дело, что у тыквы немножко не такая, в принципе, листва, но вот мне нравится именно вот такую зелень на тыковке. Мне нравится раскрашивать именно этим оттенком. Я вот так себе это представляю. Так что, если что, мне так нравится. Это я прям специально так делаю. А вообще вот этими карандашами их можно сочетать абсолютно по-разному, и получается просто огромное количество оттенков. И потом немножко добавлю такого цвета, самую-самую малость. Но это с этим я уже посижу за кадром, чтобы поближе. Хотя я и так близко сижу, и я вообще тьфу-тьфу-тьфу на зрение не жалуюсь, но вот чтобы как раз-таки и не сильно нажимать, и не лозить просто так по бумаге. Но мне нравится, как выходит. Так, ну а сейчас я уже достану Derwent Drawing и Colorsoft. Я тут посмотрю уже, что сейчас достану, которые мне оттенки нужны, а там буду конкретно разбираться. Еще возьму Creta Color. Вот это все возьму, потребуется абсолютно точно. Тоже очень хорошие карандаши, но я вот то, что Colorsoft и Drawing, я все цвета, вроде как, которые мне нравились, я все купила. Пока вроде никаких других хотелок у меня нет. Ну, по крайней мере, я сколько раз ходила, выбирала, меня вроде вот это устраивает. Кстати, надо желтый еще сейчас достать. Что-то я его не вижу. Ну вот и закончила я раскрашивать эту иллюстрацию. Раскрашивала ее с огромным удовольствием. Ну и решила, да, пусть будет одна иллюстрация, этого вполне достаточно. Уже сделала фотку для того, чтобы выложить ее в Инстаграм. Использовала для самой тыквы желтый, оранжевый и еще вот такой вот цвет. Это Браун Охра 5700. Вот. А потом натерла салфеткой для того, чтобы дополнительно так был блеск. В общем, я очень довольна. Получила огромное удовольствие. Может быть, еще сейчас возьму черный карандаш немного, там, добавлю каких-то там теней, но это уже покажу, наверное, в результатах месяца. Ну, я просто, честно говоря, это сейчас подумала, что, наверное, было бы неплохо. Вот. Хотя можно и так обойтись. Напоминаю, что раскрашиваем мы вместе с Оксаной, поэтому ссылка сейчас появится в
конечной заставке проходите, смотрите и знакомьтесь, кто еще не знаком. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплой и опять же уютной осени. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Всем пока-пока!